Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Сегодня я хочу вам показать очень интересный, пышный и красивый узор спицами, называется тюльпаны. Посмотрите, какие красивые объемные элементы. И вяжется этот узор очень просто. Если перевернуть полотно, то посмотрите, точно вот эти вот пучки полотна собранные и ажурные дорожки. Ажурная дорожка как стебель, а здесь как цветок. Вот, я думаю, этот узор будет красиво смотреться при вязании отделки каких-то вещей. Вообще я его увидела в старом журнале мод. Там была модель, связанная с этим узором. Был связан воротник и отделка по низу жакета очень эффектно смотрится. И, кстати, я вам предлагаю схему с данного журнала, но здесь по схеме узор в каждом раппорте в высоту немножко сокращается на один ряд. Но я вам расскажу, как вязать его прямым полотном. Также этот узор можно легко вязать по кругу, а также этот узор можно изменять. Допустим, изменять и по ширине вот этих, и по высоте элементов, то есть изменять раппорт узора и в ширину, и в высоту. Также можно экспериментировать и вязать этот узор из пряжи различной толщины. Вот этот первый образец я вязала из пряжи Alize Lana Gold в моточке 100 грамм, 550 метров. Вот тоненькая ниточка, пушистая, спицы номер 2,5. И вот такое пышное полотно получилось. Но тоже оно такое тоненькое, легкое, воздушное, смотрится очень интересно. И второй образец я хочу связать из пряжи абсолютно другой. Здесь Alize Cotton Gold Практика. Это полухлопок. И здесь моточек 100 грамм, 220 метров. То есть ниточка в 2 раза толще. И буду я использовать тоже спицы номер 4,5. И хочу связать, изменив ширину раппорта узора. По схеме, смотрите, самый первый раппорт здесь вяжется на ширину 18 петель, то есть 17 петель вот этот вот как колокольчик связан. И смотрите, ажурная дорожка здесь провязана, я вязала на полную высоту, 8 рядов лицевых с накидами делала, а в схеме указано на 7 рядов. То есть там на уменьшение раппорта. Если вы хотите вязать без сокращения узора в ширину, то вяжите еще один ряд и только после завершайте выполнение узора в высоту, провязывая вот лицевые петельки вместе, и затем уже, меняя расположение элементов в шахматном порядке, выполняйте следующий раппорт узора. Итак, второй образец я хочу связать на раппорт узора в ширину 12 петель. То есть на 11 петель я буду выполнять вот этот вот колокольчик, и 12 петля это вот ажурная дорожка. То есть одна петля. То есть я набираю раппорт узора 12 плюс 2 кромочные и начинаю вязать. Пока я набрала обычным классическим способом 36 петель на 3 повторения узора в ширину, плюс 1 петлю для симметрии узора. То есть если я начну вязать раппорт с ажурной дорожки, то я и должна закончить в ширину полотно ажурной дорожкой. И плюс 2 кромочные петли. То есть всего 39 петель я набрала. И теперь первые 2 ряда считаются как начальные ряды. Я провяжу их платочной вязкой. То есть 2 ряда провяжу лицевыми петлями, чтобы у меня начальный край не закручивался. От наборного ряда я начинаю вязать 3-й ряд. И по сути это
первый лицевой ряд узора по схеме. Первую кромочную петлю снимаю, далее первую петлю провязываю изнаночной и после делаю накид. Далее 11 петель провязываю лицевыми. И по сути на этом первое повторение закончено. Но далее будет полное повторение узора. Делаем вначале накид, провязываем изнаночную, вновь накид, ажурная дорожка и после 11 лицевых петель. То есть у нас раппорт узора расширился на 2 петли. Второе повторение рисунка я закончила, полное повторение. И вновь делаю ажурную дорожку, накид, изнаночная петля, накид и 11 лицевых. На спицах осталось всего 2 петли и делаю накид, провязываю изнаночную и кромочную я тоже провязываю изнаночной, поворачиваю работу на другую сторону, и это у нас будет изнанка полотна. По изнанке все ряды мы вяжем по рисунку петель. То есть первая петля снимается, далее смотрим, идет лицевая, накиды тоже провязываем лицевыми, а изнаночные, 11 изнаночных вяжем изнаночными. И так выполняем этот ряд до конца. Все следующие изнаночные ряды вяжите тоже по рисунку петель и накиды провязывайте лицевыми. Начинаю вязать третий лицевой ряд узора. Первую кромочную, как обычно, снимаю. Далее идет первая петля изнаночная. После нее сразу делаю накид. И остается одна изнаночная. То есть у нас в предыдущем лицевом ряду раппорт узора расширился на 2 петли, но здесь с краю на 1 петлю. Далее, как обычно, 11 лицевых петель. То есть здесь ширина полотна не изменяется. Далее вот идет ажурная дорожка, но вначале провязываем изнаночную. Перед вот этой центральной изнаночной делаем накид, изнаночную, после накид и изнаночная. И 11 лицевых петель. То есть полный раппорт узора выполняется. Здесь уже можно начинать вязать узор по рисунку. Выполняем изнаночную до центральной изнаночной, накид, изнаночная, накид, изнаночная и 11 лицевых. И в конце полотна у меня здесь остается изнаночная, накид, изнаночная, с другой стороны накид не делаем, и кромочная петля. Поворачиваю работу и изнаночный ряд выполняю по рисунку петель. Начинаю вязать 5-й лицевой ряд. Первая петля кромочная, далее изнаночная идет, и после сразу делаю накид, и далее 2 изнаночных по рисунку. После идет 11 лицевых петель. Этот кусочек полотна у нас вяжется всегда одинаково. И после начинается полный раппорт узора. 2 изнаночных, накид, изнаночная, накид и 2 изнаночных. То есть в этом ряду у нас уже вот этот вот участок из изнаночных петель расширился с 1 до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. То есть мы должны его расширить
до 11 петель, как и участок лицевых петель, и после уже будет переходный момент. Далее 11 лицевых петель, идет ажурная дорожка, 2 изнаночных, накид, изнаночная, после центральной изнаночной накид и 2 изнаночных, 11 лицевых петель, и в конце ряда здесь остается 2 изнаночных, накид, изнаночная и кромочная изнаночная. Поворачиваю работу, изнаночный ряд вяжу, как обычно, по рисунку петель. Начинаю вязать 7 ряд, и в этом ряду мы продолжаем расширять участки с изнаночными петлями. Первая кромочная, далее идет изнаночная и делаю накид. И уже тут далее идет 3 изнаночные. И после начинается по рисунку участок из 11 лицевых петель. После выполняется вот уже полный раппорт, 3 изнаночных, и довязав до центральной изнаночной, делаем накид, изнаночная, после накид, вот эта ажурная дорожка, и 3 изнаночных по рисунку. Далее 11 лицевых. Вновь идет полный раппорт, 3 изнаночных, накид, изнаночная, накид, 3 изнаночных. Здесь уже участок с изнаночными петлями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 9 петель должен, да, 9 петель, а мы должны расширить до 11 петель. Когда участок изнаночных петель будет равен участку лицевых петель, тогда мы завершаем вязание раппорта в высоту и переходим на новый раппорт, меняя местами в шахматном порядке элементы. Так, тут 3 изнаночных в конце ряда, накид, изнаночная и изнаночная, и изнаночный ряд. Начинаю вязать 9 ряд узора в высоту. Первая кромочная, далее изнаночная, сразу делаю накид и 4 изнаночных, то есть здесь вяжем по рисунку петель. После идет дорожка из 11 лицевых петель. И начинается уже полный раппорт узора в ширину. Здесь уже до дорожки, ажурной дорожки, мы провязываем 4 изнаночных. Далее идет накид, изнаночная, накид и остается 4 изнаночных. И в этом ряду у нас уже участок из изнаночных петель расширился до 11 петель, то есть он равен количеству петель на участке из лицевых петель. А значит, в следующем ряду мы будем завершать вязание узора в высоту и переходить на новый раппорт узора в высоту, то есть вывязывать уже новый тюльпанчик. Так, вновь вывязываю участок изнаночных петель, 4 изнаночных, ажурная дорожка, накид, изнаночная, накид, 4 изнаночных и вновь дорожка из лицевых петель, 11 лицевых петель. И заканчивается ряд. Здесь абсолютно одинаково, 4 изнаночных. И здесь половина ажурной дорожки, накид, изнаночная и кромочная. Показываю следующий лицевой ряд завершения узора в высоту. Начинаю вязать
11 лицевой ряд, и этот ряд у меня будет заключительный ряд раппорта в высоту. Посмотрите, насколько прибавилось количество петель, они у меня даже не вмещаются на спицу. И, кстати, при провязывании раппорта в высоту количество рядов у вас будет зависеть от того, насколько вы набирали вот раппорт в ширину лицевых петель. То есть здесь я набирала 17 лицевых петель, у меня была одна изнаночная. И вот эту ажурную дорожку с прибавлениями я вязала на 8 лицевых рядов, чтобы у меня изнаночных петель было тоже 18. И уже после я провязывала здесь, лицевые провязываются одной петелькой, а в следующем ряду мы здесь меняем расположение элементов, то есть 18 изнаночных провязываю, 17 изнаночных провязываются как 17 лицевых, то есть новый тюльпанчик начинается. А здесь одна петелька провязывается изнаночная, и относительно нее делаются прибавления из накидов. И вот у нас участок с изнаночных петель тоже расширяется до того же количества. Я надеюсь, понятно объяснила. И вот сейчас я покажу, как мы завершаем вязание раппорта узора в высоту. Первая петля кромочная. Тут мы провязываем пока еще все изнаночные петли. То есть здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я пересчитаю. 3, 5, 6. 6 изнаночных петель в начале ряда. Но это не полный участок изнаночных петель. И далее нам потребуется крючок, чтобы провязать вот здесь 11 лицевых петель одной лицевой. И сначала я перекидываю на крючок, переснимаю все лицевые петельки. Крючок нужно взять примерно той же толщины, что и толщина спицы. Затем захватываю рабочую нить и протягиваю ее через все петли. Протянув, вот так вот немножко затянув, провязываем еще раз петельку и затем ее перекидываем на спицу. Вот и все, у нас тюльпанчик готов. Аккуратное провязывание большого количества петель. И следующие вот 11 петель идут изнаночных, то есть полный раппорт. 11 изнаночных, 11 лицевых вместе одной петлей. И в этом ряду у нас количество петель станет прежним, как и в начале вязания. То есть вновь делаю убавление, переснимаю все лицевые петельки на крючок. Подхватываю рабочую нить и протягиваю сквозь все петельки. Еще раз провязываю и затем вот эту петельку переснимаю на спицу. И здесь провязываю по рисунку изнаночные петли. И мне остается выполнить вот еще один колокольчик и заканчиваю ряд. И далее я покажу начало нового раппорта в высоту. Дорогие рукодельницы, я провязала 12 изнаночный ряд. И вот у меня первый раппорт узора в высоту с такими юбочками-тюльпанчиками завершен. И я начинаю вязать новый раппорт в высоту. И в новом повторении узора у нас будут тюльпанчики располагаться уже в шахматном порядке. То есть здесь вот между и в начале по половинке раппорта. То есть здесь мы вязали ажурные дорожки тоже по половинке. И здесь будут колокольчики тоже по половинке. Вот здесь как здесь на образце. Здесь половинка, а здесь 2 полных колокольчика. Итак, принцип вязания точно такой же. Вяжем как с 1 по 11 лицевой ряд абсолютно одинаково. И здесь в 13 лицевом ряду, первая кромочная,
Здесь вот 6 изнаночных мы провязываем как 6 лицевых, то есть меняем петли, рисунок петель. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. И здесь над вершиной тюльпанчика предыдущего раппорта выполняем ажурную дорожку, накид. Здесь провязываем изнаночную, которая была лицевой, накид, и далее идет 11 лицевых петель. То есть как первый ряд, только у нас расположение элементов поменяется. Здесь будет участок из лицевых петель, а точно над вершиной тюльпанчика выполняем ажурную дорожку. И дальше этот участок с изнаночными петлями будем расширяться. Вот накид, изнаночный накид, далее 11 лицевых. То есть как в первом ряду. Следующие ряды я не буду показывать. Думаю, принцип вязания понятен. Сейчас я провяжу несколько раппортов узора в высоту, чтобы показать вам результат, как смотрится этот узор из другой пряжи. И здесь заканчиваю кромочная, изнаночная. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец, выполнила 3 раппорта в высоту, и из полухлопковой пряжи узор смотрится тоже объемно, пышно и воздушно. И смотрите, несмотря на то, что я сократила количество петель в раппорте в ширину и, соответственно, высоту, все равно элементы получились крупные, пышные, поэтому не бойтесь менять раппорт узора. Здесь из тонкой пряжи, конечно, из пушистой, просто великолепно смотрятся вот эти вот сборки, складки, тюльпаны. Очень красиво. Мне очень понравился этот узор. И думаю, где-то в применении украшения рукавов, воротников он будет смотреться просто роскошно. Я надеюсь, вам тоже понравился этот узор. Было понятно, как его вязать. Оставляйте комментарии, не забудьте поставить лайк. Спасибо за внимание. До новых встреч!